10 тысяч человек за одно утро. Это самая большая цифра потерь, которую за всю историю приписали падению камня с неба. Записана она в китайских документах 15 века и записана дотошно. Вес камней, их размер, лунный месяц, а в одном источнике даже точный день. Не хватает ровно одной вещи – самих камней. Ни в одном музее мира нет ни грамма вещества из циньяна. Саму цифру проверить нечем. Зато рядом лежит вопрос, который проверяется. Подтвержден ли документами хотя бы один случай, когда упавший с неба камень оборвал жизнь человека? Такая бумага существует. Ее написали в 1888 году, а прочитали в 2020. Стандартный свод по небесным явлениям в китайских текстах называется «Полное собрание записей о небесных явлениях в Древнем Китае». Его выпустила Академия наук Китая в Нанкине в 1988 году. У Циньяну там отведены страницы 73 и 74, и события упоминают 10 разных сочинений. 10 источников для провинциального эпизода – это очень много. Между собой они при этом спорят. 3 текста относят падение ко 2-му лунному месяцу, остальные к 3-му. Расхождение в месяц для средневековых записей нормально, но оно показывает, с чем мы имеем дело. Это не один документ, который потом переписывали. Это несколько независимых линий памяти. Они подтверждают, что событие в Циньяне произошло. Точность числа пострадавших они не подтверждают никак. Официальная история Мин умещает все в одну строку. Прошел дождь из бесчисленных камней разного размера. Крупные величиной с гусиное яйцо, мелкие размером с плод водяного растения. 3-й лунный месяц 1490 года, по привычному нам счету промежуток с 21 марта по 19 апреля. Один из 10 источников называет конкретную дату – 4 апреля. Цифры живут в другом документе. Чиновник, отвечавший за провинцию Шэньси, отправил в центр доклад. В уезде Циньян прошел каменный дождь. Крупные камни весили 4 или 5 дзыней, мелкие 2 или 3. Современный дзынь – это примерно 605 граммов, и сколько он весил в 15 веке, точно неизвестно. Людей, которых поразили камни, в докладе несколько десятков тысяч. Отдельная запись сообщает, что жители города ушли оттуда все до единого. Обратите внимание, чего в этих выдержках нет. Ни звука, ни вспышки, ни удара воздуха. Только камни и их размеры. Для взрыва в атмосфере это странно. В османских письмах, к которым мы придем в конце, рассказ начинается со света и с грохота, похожего на пушечную стрельбу, потому что это первое, что замечает человек. Оговорюсь сразу. Полных переводов всех 10 китайских сочинений на европейские языки нет. До нас дошли короткие выдержки в англоязычных пересказах. Так что мое наблюдение пока о состоянии переводов, а не о содержании оригиналов. Циньян в те годы относился к Шэньси, сегодня это провинция Ганьсу, место специфическое, лёссовая плата. Ветер миллионы лет наносил сюда тончайшую пыль, и слой ее местами достигает десятков метров. Копать легко, дерева мало, камня мало, поэтому люди здесь живут в яодунах, жилищах, вырытых прямо в лёссовой стене или в стенках квадратного двора, опущенного ниже уровня земли. Сверху растет трава, иногда сеют зерно. В таких домах до сих пор живут около 40 миллионов человек в 5 провинциях. И именно в районе Циньяна доля жителей пещерных домов самая высокая во всем Китае. Над головой у такого человека лежит несколько метров плотной земли, и 3-килограммовый камень туда не проходит. В 1994 году журнал «Метеоритика» опубликовал работу Кевина Яо, Пола Вайсмана и Дональда Йоманса из лаборатории реактивного движения НАСА. Они собрали китайские записи о падениях с 7 века до нашей эры по 1920 год и отдельно разобрали случаи, где упоминаются пострадавшие. Циньян у них проходит как самый громкий эпизод и одновременно самый сомнительный, причем сомнение вызывает не только число. Их претензия точнее – слишком узкий разброс размеров обломков. Число пострадавших проверить нельзя, а разброс размеров можно сопоставить с физикой дробления.
Сравнивать при этом есть с чем, причем в том же самом Китае. 8 марта 1976 года, около 3 часов дня, над провинцией Гирин прошел самый крупный каменный метеоритный дождь в истории наблюдений. Тело разрушалось в несколько приемов. Огненный шар был больше полной луны. Его видели тысячи человек на протяжении 300 или 400 километров пути. Вниз ушло около 4 тонн вещества. Обломки легли полосой примерно в 500 квадратных километров. Самый крупный кусок весил 1770 килограммов. Он пробил промерзший грунт на 1,70 м и ушел в землю на 6,5 метров, оставив воронку чуть больше 2 метров в поперечнике. Это до сих пор крупнейший каменный метеорит на Земле. Рядом собирали фрагменты легче полукилограмма. От полукилограмма до почти 2 тонн, разброс в 3500 раз, и это нормальная картина для разрушившегося астероида. Под этой полосой жили около 100 тысяч человек, 7 народных коммун. Пострадавших нет, разрушений нет. Академия наук отправила туда объединенную экспедицию, и она задокументировала абсолютно все, включая отсутствие потерь. Китайская запись 15 века на этом фоне выглядит иначе. Диапазон там от водяного ореха до гусиного яйца, от килограмма до 3, разброс втрое. Такой узкий и ровный набор гораздо больше похож на описание крупного града, чем на типичное дробление каменного тела. Ту версию авторы работы 1994 года и рассматривали прямо. Сильный град на Лёссовом плато весной – обычное дело, а описывают крупный град во всех культурах мира одним и тем же словарем. С горошину, с грецкий орех, с куриное яйцо. Против градовой версии работает то, что китайские хронисты вели град отдельной строкой. У него была своя категория явлений и свой знак. Составители Нанкинского собрания, люди, читавшие оригиналы целиком, поместили Циньян в раздел падений метеоритов, а не в погодный. Это редакторское решение 20 века, а не приговор, и все же оно кое о чем говорит. Мой главный козырь – отсутствие камней – стоит при этом слабее, чем кажется, и возразить себе придется самому. Те же Яо, Вайцман и Йоманс отметили сходство Циньяна с Тунгусской. В 1908 году над сибирской тайгой на высоте нескольких километров разрушилось тело. Ударная волна повалила лес на площади порядка 2000 квадратных километров, и вещества на Земле после этого практически не нашли. Ни кратера, ни россыпи обломков. Тунгуска отработала в пустом месте, и только поэтому ее помнят как научную загадку, а не как трагедию. Тот же взрыв над плотно заселенным уездом дал бы очень много пострадавших, и вещества на Земле оставил бы столько же, сколько оставил в тайге, то есть почти нисколько. 0 вещества под Циньяном означает ровно одно – там никто не искал. Ни экспедиции, ни размеченного поля рассеяния, ни единой публикации о находках. Отсутствие улик и отсутствие поиска легко перепутать, и я стараюсь не путать. Если вам нравится, когда легенду разбирают вот так, по датам и по документам, а не по эмоциям, оставайтесь, в этой истории есть еще один подозреваемый, и с ним все совсем непросто. В главной летописи империи числа пострадавших нет вообще, и в пересказах это подают как государственную цензуру. Империя стерла цифру, чтобы не признавать потерю мандата неба. Бедствие такого масштаба означало бы, что небо отвернулось от династии, а это прямое приглашение к мятежу. Мешает этой версии дата составления текста. Летопись, в которой числа нет, называется «История Мин». Работу над ней начали при Цинах в 1679 году, а готовый труд поднесли трону в 1739 под редакцией Джан Тиньюэ. От весны 1490-го это отстоит на 249 лет. Писали ее люди династии, которая Мин свергла, и строила собственную легитимность ровно на том, что Мин мандат неба потеряла. Прятать чужой позор им было незачем, скорее наоборот. Объяснение скучнее и убедительнее.
История Мин – это сводная династийная история, жанр, который сжимает 276 лет в несколько десятков томов, и провинциальные подробности туда почти не попадают. Число пострадавших сохранилось там, где ему и место – в местных летописях и в докладе чиновника из Шэньси. С политикой вообще получается обратная картина. На троне весной 1490-го сидел 19-летний император Хуньчжи. Шел третий год его правления. Его помнят как редкий случай правителя, который сам вычитывал доклады, требовал от сановников открытой критики и снижал налоги в пострадавших районах. В такой системе бедствия не заметали под ковер, им пользовались. Чиновник приносил императору доклад о зловещем знамении и под это выбивал реформу, отставку соперника или послабление для своей провинции. Знамение было валютой. Осталась комета. В популярных пересказах у трагедии есть конкретный виновник. Комета 1490 года, которая распалась на части, и один ее обломок сошел с орбиты и стер Циньян с лица Земли. С этим виновником не сходится хронология. Каменный дождь прошел в марте или апреле. Комету китайские астрономы впервые увидели 31 декабря того же года, в самом конце. В Корее ее вели по летописям династии Чосон 39 дней подряд, со 2 января по 9 февраля следующего года, почти без пропусков. Ближайшую к Солнцу точку она прошла 7 января. Блеск у нее был около 5-й звездной величины, то есть на грани видимости невооруженным глазом, и в дневном небе ее не заметил бы никто. Предполагаемый виновник появился на небе через 8 месяцев после события. Алиби у него железное. Сама комета при этом настоящая, и она интереснее выдумки. В 1979 году японский астроном Итиро Хасигава предположил, что именно она породила квадрантиды – метеорный поток, сквозь который Земля проходит каждый январь. В 2009 году корейские исследователи Ки Вон Ли, Хон Джин Ян и Мён Гу Пак взяли те самые корейские записи, где отмечены дата, время наблюдения, угловое расстояние от полюса и длина хвоста, и восстановили по ним орбиту. Из всех полученных чисел важно одно – форма орбиты совпала с формой роя квадрантид почти в точности. Период обращения вышел около 5 лет, то есть комета была периодической и обязана была возвращаться каждые 5 лет. Не вернулась. Ее не видел никто ни до 1490-го, ни после февраля 1491-го. Одно появление за всю историю наблюдений. Скорее всего, она погасла, растеряла лед и превратилась в темное каменное тело. А главный кандидат на эту роль сейчас астероид, открытый в 2003 году под номером 196256. Доказательства связи нет. Орбиту кометы восстановили по 3 наблюдениям невооруженным глазом, и точность там соответствующая. А поток остался, и у него самый узкий пик среди всех крупных метеорных потоков. Вся основная активность укладывается в 12 или 14 часов. Земля буквально проскакивает поперек тонкого шлейфа. Регулярно наблюдать квадрантиды начали примерно с 30-х годов 19 века, а плотное ядро роя, по расчетам динамики, существует всего 2 или 3 столетия. У этого потока видно начало, что для метеорных потоков редкость. Каждый январь мы пересекаем след объекта, который 3 страны впервые записали зимой 1490 года. Просто не того объекта, который упал на Циньян. Главный результат работы Яо и его соавторов вообще не про Циньян. Они посчитали, как часто в китайских записях за 2500 лет встречаются попадания камней в людей, и получили вероятность заметно выше той, которую принимали до них. Причина прозаическая. Китай методично вел государственную регистрацию небесных явлений, а Европа сплошной летописи такого рода не имела. Тут же авторы честно оговариваются, что достоверность самих сообщений проверить нечем. Записи выглядят так. 1639 год. Уезд Чаншоу. Пострадали несколько десятков человек и примерно столько же построек. 1907. Деревня Синьбайвэй. Семья Ван.
Причем вероятной причиной считают обрушение дома после удара. 1915. Даян Джан. Раненые есть, потерь нет. Десятки людей, единицы людей – 0. Циньян со своими 10 тысячами стоит от этого ряда на 4 порядка в стороне. У самой цифры есть особенность, о которой в пересказах не говорят. Иероглиф, в котором записано число 10 тысяч, в классическом китайском работает не только как точное количество. Он же означает несметное множество, бесчетно много, и в этом значении входит в десятки устойчивых выражений. Доклад, где сказано «несколько десятков тысяч», в оригинале вполне может значить «очень много, я не считал». Утверждать, что произошло именно это, я не берусь. Перевод конкретной фразы проверяют китаисты, а не я. Остается физика самого удара. 30 ноября 1954 года в штате Алабама, Соединенные Штаты Америки, камень весом 3 килограмма 850 граммов пробил крышу дома, отскочил от корпуса лампового радиоприемника и попал в бедро женщине, спавшей на диване. Энн Ходжес. Синяк во всю левую сторону. Госпитализация скорее от пережитого волнения, полное восстановление. 3 килограмма 850 граммов – это ровно тот весовой класс, который описан в докладе из Шэньси. Крупные камни – 4 или 5 дзыней. Такой камень, прошедший сквозь крышу, оставляет человеку синяк. 22 августа 1888 года, около половины 9 вечера, над горной деревней близ Сулеймании появился яркий болид. Тогда это была Османская империя, сейчас Ирак. За болидом потянулся дымный след, затем пошли звуки, похожие на пушечную стрельбу. Дальше на холм 10 минут падали камни, посевы на полях уничтожило. Один человек не пережил этот вечер, второй остался парализован. Губернатор Мустафа Фаик Мустафа Паша отправил доклад министру внутренних дел Ахмеду Миниру Паше, и дело дошло до султана Абдул-Хамида II. 3 письма на османском турецком пролежали в архиве больше века. Нашли и перевели их Азан Унсалан, Алтай Баятлы и Питер Енискенс. Работа вышла в 2020 году в журнале «Метеоритика и планетарная наука». Тексты сухие, канцелярские, без единой попытки произвести впечатление. И именно это делает их сильными. Бюрократ ничего не продает, он отчитывается. Ответ на вопрос изначала получается такой: да, это возможно. Один подтвержденный случай за всю письменную историю человечества. Один. Ближайшая современная аналогия того, что могло произойти над Циньяном, у нас тоже есть. 15 февраля 2013 года в атмосферу над Челябинском вошло тело поперечником около 20 метров. Взрыв произошел на высоте порядка 30 километров. Энергия оценивается примерно в 500 килотонн. Повреждено больше 7 тысяч зданий, за медицинской помощью обратились около 1500 человек. Почти все это стекло из окон. От удара самого камня не пострадал никто. Воздушный взрыв над городом бьет ударной волной, а обломки долетают до земли редкими и разбросанными на десятки километров. Если весной 1490-го над Циньяном случилось то же самое, картина потерь должна была получиться похожей на челябинскую. Значит, либо хронисты считали нечто другое, либо в тот день произошло то, чего наука с тех пор не наблюдала ни разу. Мне ближе первое. Слишком ровный разброс размеров, слишком много леса над головами, слишком мало вещества на земле. И камень весом в 3 килограмма просто не делает того, что ему приписали. Энн Ходжес это показала на себе. Но и опровергнуть цифру нечем. А спор этот пока архивный, потому что систематического поиска по Циньянам не проводили никогда. Если камни там есть, они лежат под слоем пыли, который нарастал 5 веков, и ждут человека с лопатой. А какая версия кажется сильнее вам? Град, воздушный взрыв или цифра, распухшая при переписывании из летописи в летопись? Напишите в комментариях, за какой довод зацепился ваш глаз. Мне правда интересно.
И если вам нравится такой разбор, подпишитесь. Подобные развилки здесь разбирают постоянно.